Война. День 440. Ситуация на фронтах. В тылу России продолжают взрываться объекты логистики, в основном нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Данные действия явно направлены на создание проблем с перемещением войск в короткой перспективе. Разумеется, через некоторое время Россия сумеет адаптироваться, так как имеет довольно большие запасы и мощности по добыче и производству. Но в ближайшее время проблемы могут возникнуть. Отсюда можно полагать, что украинское наступление должно начаться довольно скоро. Россия, в свою очередь, действует подобным образом, но нанести серьезный урон децентрализованной системе у нее вряд ли получится. Тем временем, украинская армия продолжает расширяться. Накануне наступления стало известно о создании еще двух механизированных бригад – 42-й и 43-й, а также нового 78-го полка специального назначения Национальной гвардии Украины. Воздух. Последние дни Россия каждый день совершала удары вглубь территории Украины с помощью крылатых ракет, запускаемых стратегических бомбардировщиков, а также дронов камикадзе Шахед-136. Большая часть запускаемых средств удалось сбивать. Так, вчера было перехвачено 23 ракеты из 25, а над Киевом этот показатель и вовсе равняется 100%. Хотя из-за падения обломков все же имеются пострадавшие. С одной стороны, подобные атаки с столь низкой эффективностью могут казаться бессмысленными, но в то же время они не позволяют оттянуть ПВО к линии фронта, что в свою очередь дает россиянам использовать авиацию, нанося удары крылатыми бомбами, что они в последние дни и делают. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. По линии Сватово-Кременная идут локальные бои, без изменения линии фронта, как и на правом берегу Северского Донца. Основные бои продолжаются в Бахмуте, где россиянам, похоже, удалось захватить базу 54-й механизированной бригады и продвинуться западнее. К югу от нее были взорваны здания, вероятно при отступлении украинских сил, и с целью замедления и уничтожения наступающих россиян, которые могли занять эти здания. Дальше бои в районе Авдеевки, но без изменений линий фронта, как и на южном фланге вплоть до самого Днепра. Офицер запаса сухопутных войск Финляндии Паси Паройонен опубликовал анализ российской оборонительной сети и полевых укреплений одного из участков Запорожского фронта, основанный на снимках со спутников, на которых видна глубоко эшелонированная оборона россиян. Первая серьезная линия укреплений РФ расположена в 3-5 километрах от линии фронта, вдоль поселков Копани и Работино, которые являются ее опорными пунктами. Глубина этой линии обороны составляет 2-3 километра. Она привязана к ключевым элементам рельефа. Между ней и линией фронта лишь отдельные аванпосты, отделений из взводов, а также ротные опорные пункты. За линией Копани-Работино идет зона глубиной 4-5 километров с резервными позициями русских и возможными ложными целями. На этом участке находится масса артиллерии РФ и механизированных резервов, которые будут маневрировать за первые линии обороны. Отмечены многочисленные укрытия для транспортных средств и техники. Дальше идет вторая и главная полоса российских укреплений. Она проходит через село Сладкая Балка и растягивается на километры в обе стороны от него. Эта линия находится уже в 10-15 километров от передовых позиций РФ и отличается массивными многослойными траншеями с противотанковыми рвами и зубами дракона, а также обширными минными полями. Эти укрепления образуют почти равномерно непрерывный оборонительный пояс, который идет параллельно линии фронта и построен на глубину в 3-4 километра. Россияне могут развернуть несколько батальонов пехоты вдоль этого оборонительного пояса. Следом за главной оборонительной линией идет зона резервных и запасных позиций глубиной в 6-7 километров, а сразу за ней хорошо укрепленный город Токмак, окружающие его кольцевые противотанковые рвы
и опорные пункты образуют последнюю запасную и резервную позицию РФ на глубине 25-30 километров от российской передовой линии, подготовленную для круговой обороны. Оборонительные сооружения здесь также построены вдоль господствующих высот. Прорыв такой обороны очень сложная задача, хотя очень много зависит от качества защитников и их желания защищать захваченные земли. Спасибо за просмотр, как всегда буду благодарен, если вы поставите этому видео лайк, напишите комментарий, желательно адекватный. Также буду благодарен поддержке канала финансово на Патреоне и спонсорам на Ютубе.